Компания Kawasaki наделала много шума, когда в 2019 году представила новый спортбайк для начинающих Kawasaki Ninja ZX25R. Этой моделью в компании решили возродить популярный в 90-х спортбайк Kawasaki ZX-R 250, так как во многих странах Юго-Восточной Азии мотоциклы с моторами рабочим объемом более 250 кубических сантиметров облагаются очень высокими пошлинами. А здесь на выходе получился настоящий спортбайк по умеренной цене. В этом выпуске я решил сравнить два этих мотоцикла и узнать, кто же из них все-таки злее — старая школа или новое прочтение этого спортбайка. И начнем мы с мечты подростков 90-х Kawasaki ZX-R 250, который впервые был выпущен в 1989 году, параллельно со старшей и более распространенной у нас версией Kawasaki ZX-R 400. Обе модели имели общие визуальные черты и были похожи по технической части. Однако Kawasaki ZX-R 250 был ориентирован на японский рынок и практически никуда не поставлялся официально, лишь в ограниченной серии был доступен на рынке некоторых стран Европы. Спортбайк имел два поколения, но мы возьмем последнее, которое появилось в 1991 году. Сердцем малыша является 249-кубовый четырехтактный четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель жидкостного охлаждения. Силовая установка выдает 45 лошадиных сил максимальной мощности на 15 тысячах оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент достигается на 11,5 тысячах и составляет 25 ньютон-метров. За питание отвечают 4 30-мм карбюратора Keihin. Исключением была модель ZX-R 250R, которая оснащалась увеличенными карбюраторами с 32-мм диффузорами. Также мотоцикл имел редкую для этого класса по тем временам систему инерционного наддува, благодаря которой развивал максимальную скорость около 200 км в час, а от 0 до сотни байк разгонялся за 6,5 секунд. Однако с 1993 года Kawasaki ZX-R 250 был задушен в соответствии с новыми поправками в японском законодательстве, и его мощность не превышала 40 лошадиных сил. Сухая масса байка составляет 144 килограмма. Kawasaki Ninja ZX25R, который начал свои продажи в 2020 году, также комплектуется 249-кубовым четырехцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением, который имеет легкий блок цилиндров с 16 клапанами и верхними распредвалами. Максимальная мощность двигателя составляет уже 51 лошадиную силу при 15,5 тысячах оборотов в минуту, а максимальная тяга 30 ньютон-метров на 14,5 тысячах, что заметно выше, чем у ZX-R 250. При этом красная зона оборотов коленвала у ZX25R начинается на запредельных 17 тысячах оборотов в минуту. Однако от 0 до сотни новичок из-за большей снаряженной массой в 182 килограмма разгоняется не намного быстрее, за 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет те же 200 км в час. Старичок Kawasaki ZX-R 250 может похвастать литой алюминиевой рамой. Подвеска представлена вилкой перевернутого типа диаметром 41 мм и ходом 120 мм. Сзади устанавливалась маятниковая подвеска Unitrack с моноамортизатором, которая имеет ход 113 мм. Спортивная подвеска полностью регулируемая. За торможение отвечают два тормозных диска диаметром 300 мм с двухпоршневыми суппортами на переднем колесе и один 220 мм диск с однопоршневым суппортом на заднем. В период с 96 по 98 год модель не производилась для японского рынка. Выпуск возобновился лишь в 99 году. Он же и стал последним годом производства модели Kawasaki ZX-R 250.
ZX25R, в отличие от ZXR 250, имеет более дешевую решетчатую стальную раму, однако оснащается новинка не хуже старших собратьев. Это цифровая приборная панель, правда с аналоговым тахометром, светодиодные фары и стоп-сигнал, электронный газ и система трекшн-контроля. Версия SE дополнительно имеет квикшифтер и USB-разъем. Подвеска мотоцикла в целом практически такая же, как в лучших современных спортбайках с объемом 600 кубических сантиметров и выше. Она включает в себя 37-мм перевернутую вилку Шова с раздельными функциями перьев и горизонтальный моноамортизатор. Помимо рамы, производитель сэкономил и на тормозах. Спереди установлен всего один 310-мм тормозной диск, правда с 4-поршневым суппортом. Диаметр заднего тормозного диска составляет 220 мм. Уже в базе устанавливается двухконтурный ABS. Подводя итоги, можно сказать, что возрождение своего настоящего маленького спортбайка компании Kawasaki действительно удалось. Малыш превосходит своего предшественника не только по техническим характеристикам, но и обладает всеми современными примочками, которые заметно повышают контроль над мотоциклом и безопасность. И очень жаль, что ZX25R предназначен только для азиатского рынка.